Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что Aston Martin Victor – один из самых смелых автомобилей, которые мы когда-либо видели. Я почти уверен, что вы этого не ожидали сегодня. Вы смотрите на потрясающий Aston Martin Victor, разовый заказ, сделанный подразделением Hue компании с ретро-футуристическим дизайном маслкаров, вдохновленным классическим V8 Vantage. Описанный как самый смелый проект, который они когда-либо делали, Victor построен на шасси UAN-77 и использует некоторые детали от Aston Martin Vulcan и знания Valkyrie. Если вам нравится Aston Martin так же, как и нам, этот суперкар — это пакет величайших хитов, и есть еще много чего, что нужно распаковать, поскольку этот зверь идет с механической коробкой передач и массивным 7,3-литровым V12, который готов развить 847 лошадиных сил. Единственный в своем роде Aston Martin Victor отдает дань уважения V8, Vantage 70-х и классическому DBS V8, который был специально разработан для гонок в 24-м часовом Ле-Мане. Он назван в честь исполнительного председателя бренда Виктора, Гантлета в 70-х и 80-х годах, а также совпадает с 70-летием фирменной таблички Vantage. UAN-77 уже был одним из самых востребованных суперкаров в мире, было выпущено всего 77 экземпляров. Еще в 2011 году автомобиль Donor был оценен в 1,15 миллиона фунтов стерлингов без учета опций. Но сегодня эта уникальная поездка, вероятно, стоит в 2 или 3 раза больше после всех модификаций, сделанных подразделением Hue Aston Martin, чтобы сделать Виктора действительно особенным и уникальным. Под кожей этот флагманский Grand Tourer по-прежнему UAN-77, но обернутый в совершенно новый корпус, с двумя круглыми фарами, которые выглядят так же, как будто они были взяты прямо из Vantage 70-х годов, и спойлером с утиным хвостом от DBS V8, который участвовал в гонках в Ле-Мане. Но Victor также имеет несколько аэродинамических элементов от Aston Martin Vulcan, и мы также можем увидеть маленькую Валькирию в форме капота. Интерьер также полностью индивидуален, с отделкой из орехового дерева, на приборной панели и ручке ручного переключения передач, деталями из анодированного алюминия и полированного титана, изысканной кожей, в цветах Forest Green и Conquer Bridge of Weir, большим количеством углеродного волокна и великолепным полурулевым колесом от Vulcan. Если вы еще этого не знаете, Aston Martin UAN-77 имел 6-ю ступенчатую автоматическую коробку передач, но британский автопроизводитель пошел на такие меры, чтобы сделать этот автомобиль уникальным, что они даже установили механическую коробку передач, чтобы предложить более привлекательную стаж вождения. Так Victor стал самым мощным спортивным автомобилем с механической коробкой передач, носящим культовые крылья Aston Martin. 7,3-литровый двигатель V12 автомобиля также был настроен Cosworth, и теперь он обеспечивает 847 лошадиных сил и 842 нанометра крутящего момента, 621 фунт-фут, что является довольно большим улучшением по сравнению с UAN-77, на котором он основан, с 750 лошадьми и 750 лошадьми. НМ крутящего момента 553 фунт-фут. В конце концов, Aston Martin также оснастил этот уникальный суперкар специальной системой подвески, которая очень похожа на ту, что используется только на треке Vulcan. С регулируемыми амортизаторами, пружинами в стиле автоспорта, сверхлегкими колесами с центральным замком, обернутыми липкими шинами и высокопроизводительными карбоново-керамическими тормозами от Brembo, Aston Martin Victor может стать идеальной игрушкой для трека. UAN-77 уже был одним из самых востребованных суперкаров в мире, было выпущено всего 77 экземпляров. Еще в 2011 году автомобиль Donor был оценен в 1,15 миллиона фунтов стерлингов без учета опций. Но сегодня эта уникальная поездка, вероятно, стоит в 2 или 3 раза больше после всех модификаций, сделанных подразделением Hue Aston Martin, чтобы сделать Виктора действительно особенным и уникальным. Под кожей этот флагманский Grand Tourer по-прежнему
УАН-77, но обернутый в совершенно новый корпус, с двумя круглыми фарами, которые выглядят так же, как будто они были взяты прямо из Vantage 70Х годов, и спойлером с утиным хвостом от DBS V8, который участвовал в гонках в Ле-Мане. Но Виктор также имеет несколько аэродинамических элементов от Aston Martin Vulcan, и мы также можем увидеть маленькую валькирию в форме капота. Интерьер также полностью индивидуален, с отделкой из орехового дерева, на приборной панели и ручке ручного переключения передач, деталями из анодированного алюминия и полированного титана, изысканной кожей, в цветах Forest Green и Conquer Bridge of Weir, большим количеством углеродного волокна и великолепным полурулевым колесом от Vulcan. Если вы еще этого не знаете, Aston Martin УАН-77 имел шестую ступенчатую автоматическую коробку передач, но британский автопроизводитель пошел на такие меры, чтобы сделать этот автомобиль уникальным, что они даже установили механическую коробку передач, чтобы предложить более привлекательную стаж вождения. Так Виктор стал самым мощным спортивным автомобилем с механической коробкой передач, носящим культовые крылья Aston Martin. 7,3-литровый двигатель V12 автомобиля также был настроен Cosworth, и теперь он обеспечивает 847 лошадиных сил и 842 нанометра крутящего момента, 621 фунт-фут, что является довольно большим улучшением по сравнению с УАН-77, на котором он основан, с 750 лошадьми и 750 лошадьми. НМ крутящего момента 553 фунт-фут. В конце концов, Aston Martin также оснастил этот уникальный суперкар специальной системой подвески, которая очень похожа на ту, что используется только на треке Vulcan. С регулируемыми амортизаторами, пружинами в стиле автоспорта, сверхлегкими колесами с центральным замком, обернутыми липкими шинами и высокопроизводительными карбоново-керамическими тормозами от Brembo, Aston Martin Victor может стать идеальной игрушкой для трека. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.